Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас здесь коробочка от Beaufort, новозеландский бренд, который я вам уже показывал. Шикарные часы, мне потрясли соотношением цена-качество. И вот еще одна прям горячая новиночка, я бы сказал, даже прям из печи. Только что эта модель вышла для широкого круга. Это модель Sea-Tracker в серебристом цвете. До этого момента были эти модели, но в другом цвете. И вот, пожалуйста, серебристый. И знаете, если на рендерах она вам может показаться немножко, ну, скажем так, какой-то не слишком яркой, то вживую, уж поверьте, особенно когда солнышко светит, это просто пушка-бомба, просто пушка-бомба. Вот понимаете, здесь столько деталей, столько всего такого, казалось бы, незначительного, но они сделаны просто потрясающе. И меня это порадовало, потому что я в конце прошлого года для себя открыл этот новозеландский бренд. Спасибо форумчанину, точнее, сачатовцу, да, Эндрю, который мне про них рассказал. И знаете, вот это вторая модель от Beaufort, с которой я познакомился, и, блин, она впечатлила. Она впечатлила, мне нравится, как компания развивается. Ну, собственно, это микробренд из Новой Зеландии, далекой Новой Зеландии. Роберт Квок там всем заведует, собственно, основатель этого микробренда. Я вам уже показывал модель Aerotimer в лососевом цвете, конечно же, и ссылка на это видео будет в описании к ролику. Она мне очень понравилась, как я вам уже говорил. Значит, Sea-Tracker – это новиночка 2024 года. Стоит эта модель 1050 новозеландских долларов. В американских долларах это где-то 640. Ну и как видите, дизайн здесь, конечно же, такой компрессор 70-х. Что такое компрессор 70-х? Там, конечно, была такая специфическая разработка, которая крепила заднюю крышку определенным образом для того, чтобы часы сохраняли высокую степень водозащиты. Но, понятное дело, с тех пор технологии шагнули вперед, и компрессором нынче в упрощенном варианте называют часы, у которых две головки. Да, одна из них в данном случае, да и вообще у всех компрессоров, отвечает за внутренний безель, который здесь у нас головка у отметки 2 часа. И, собственно, мы можем этот безель настраивать так, как нам угодно. И основная головка, это головка у отметки 4 часа, она отвечает, естественно, за часы, минуты и секунды. Она завинчивается, а что касается внутреннего безеля, в этой модели она не завинчивается. Но на водозащите это никаким образом, конечно же, не сказывается. По характеристикам, значит, здесь у нас купольный сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием, сталь 316L по корпусу. Сзади у нас, товарищ, тоже сапфировое стекло, и под ним мы можем смотреть на механизм швейцарский STP-111 с автоподзаводом. И по большому счету STP-111 это одна из вариаций, один из конкурентов ETA 28-24-2. И конкретно у Beaufort они всегда берут калибры на максимальном уровне отделки. Здесь Elabor Grade идет, то есть уже эти часы с очень даже приятной финишной отделкой. Плюс-минус 15 секунд в сутки, 28 800 полуколебаний в час и запас хода 44 часа. Плюс версия 1.11, она без даты, поэтому никакого промежуточного положения, такого виртуальной даты здесь в этих часах нет. Ну и как я люблю, и как не все, конечно, из вас любят, здесь нет даты, поэтому у нас чистый, девственный циферблат, без всяких дырочек. Вот, дальше, по водозащите. Здесь 20 атмосфер или 200 метров водозащиты, так что это такие уже серьезные дайверские часы, если вам потребуется. C3 суперлюминовая швейцарская на метках и стрелках. В базе идет резиновый ремешок Tropical, классический для 60-х годов, для 70-х. Поэтому, ну,
это всегда было такой, знаете ли, must-have в тот период. И сейчас довольно-таки большое количество брендов, и доступных, и довольно дорогих, они используют эти Tropical ремешки, если речь идет про часы вот в такой стилистике дайверов 70-х. Но я немножко забегаю вперед и хочу сказать, что специально вот хочу вам показать от Boford еще версию на ремешочке кожаном, потому что дайвер дайвером, но кожу иногда хочется к этим часам. Покажу, как они будут выглядеть вот в такой версии. И, конечно же, браслет, куда же без него. Браслет мы тоже с вами примерим и посмотрим. Но база — это база, да. И пока что я вот, забегая, наверное, попытаясь немножко посмотреть вперед, мне кажется, эти часы все-таки лучше будут смотреться либо на том же самом резиновом ремешке, либо на коже. А вот браслет, наверное, немножко будет скрадывать вот этот очень интересный такой корпус стиля черепаха. Но, возможно, я не прав. Возможно, я не прав. Мы, конечно, с вами с этим совсем разберемся. И, что немаловажно, заявляется также сборка в Новой Зеландии. Да? Приятненько. 39 с небольшим у нас по корпусу. Высота здесь 12,5, с учетом того, что здесь купольное стекло. Что касается ремешочка, то ремешочек здесь 20. Так что любые ремешки сторонние можно будет пробовать. Ну и у самого Boford можно, конечно же, приобрести достаточно большое количество ремней. Ну и от ушка до ушка здесь 46, даже чуточку меньше. Поэтому размеры такие достаточно универсальные, но учитываем, что корпус черепаха, и поэтому они не всегда немножечко смотрятся крупнее, чем они есть на самом деле. Ну, здесь и две головки за это дело отвечают, да, и своеобразная форма корпуса. Поэтому, да, я бы сказал, что эти часы выглядят крупнее, чем 39 мм, но по нынешним меркам прям в самый раз. Мое запястье 18,5 в обхвате, и знаете, мне прям нравится. Посадка шикарная. Корпус шикарный. И вот как раз такой размер, когда у нас видна часть ремешочка, и мы видим полностью корпус часов, который не покрывает полностью мое запястье, ну прям вот то, что надо. Очень даже приятно именно вот такой размер смотрится на моем запястье. Я думаю, что на небольшое, на среднее и чуть больше среднего запястья посадка будет просто классная. Если у вас крупное запястье, ну, здесь возможны определенные вопросы. Да, и, кстати, здесь вот еще такая вот международная гарантийная карточка. Давайте посмотрим, что у нас по весу именно на ремешке Tropical, потому что, мне кажется, все-таки эти часы предназначены для ремешка, и в основном вы их будете носить именно таким образом. 90 грамм, так что вполне себе часы универсальные, но я бы не сказал, что они все-таки повседневные, потому что специфический все-таки дизайн, дайверский, явно выраженный и винтажный. И все-таки эти часы я бы назвал такие вот часы выходного дня, часы спорта, часы отпуска. И в этой версии, когда у нас серебристый циферблат, он здесь лучистый, они достаточно строгие. И эта строгость позволяет им быть чуть более универсальными, чем, может быть, они есть. Но, понятное дело, мы можем их всегда посадить на кожаный ремень, можем посадить их на браслет, тогда уже впечатление от этих часов еще сильнее изменится. Что касается отделки, давайте посмотрим, наверное, сначала на циферблат. Накладные метки с зеркальной полировкой, и мне нравится, как сделаны эти метки. То есть у нас ближе к внутреннему безелю люминофор, а вот крайняя часть меток, она такая немножко скошенная, и у нее зеркальная полировка, что добавляет вот этого перелива цвета, яркости, когда мы смотрим на эти часы на солнце. При этом объем здесь, конечно же, шикарно чувствуется, как и у всех, наверное, компрессоров, потому что скошенный, достаточно такой плоский, я бы сказал, внутренний безель, но он создает объем, и метки создают объем. А по центральной части у нас, пожалуйста, есть еще дополнительная шкала, которая показывает на минуты. И в этом плане читаемость, даже несмотря на то, что у нас циферблат такой не очень контрастный, она прям на высоте. Мне нравятся стрелки. Стрелки разные, стрелки хорошо считываются. Здесь вот в этом плане каких-то вопросов нет. Лучистый циферблат, но при этом вот эта
А центральная часть, где у нас минутная разметка, она совершенно с другой отделкой, она с таким матированием уже идет, и она прям разрезает этот циферблат как бы на две части. Хотя точнее даже на три части, потому что у нас есть центральная часть, где да, у нас логотип и некоторые надписи. Дальше у нас идет минутная разметка, или даже секундная разметка, кому как больше нравится. Внутренний ранг, который здесь вот уже идет по внешней части циферблата. И все это разделяет циферблат на несколько частей. Но опять же, это достаточно такой вот в стилистике именно компрессора, в стилистике 70-х. Что касается корпуса, то мне нравится здесь, как исполнен рант, потому что он сложный. У него верхняя часть с зеркальной полировкой, а вот центральная часть идет уже с сатинированием. Потом у нас идет достаточно такая изогнутая основная часть по корпусу с зеркальной полировкой на грани, а центральная часть идет с сатинированием. Потом внизу опять идет зеркальная полировка, и задняя крышка, опять же, она сложная. Здесь перемежается и зеркальная полировка, и сатинирование. Слушайте, ну здесь вот вроде бы достаточно простой корпус, достаточно такой хорошо узнаваемый, но сколько граней. Просто здесь я уже немножко сбился со счета. Если мы берем от безеля раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10, ребятишки, 10. И все это на высочайшем уровне. Поэтому Бофорт, ну просто здесь, знаете, гигантский лайк. Они делают какие-то потрясающие вещи, а при этом цены очень и очень демократичные. И посмотрите на ушки, да, ушки опять же раз, два, три. Три грани с зеркальной полировкой, а скошенная часть, которая идет вовнутрь, да, красиво сделано здесь, да, вот эти вот ушки обрублены вовнутрь, и здесь тоже идет такой резкий переход и сатинирование. Задняя крышка, здесь механизм, здесь основные характеристики, ну, тоже все приятно сделано. Класс. За это прям лайк. Так, ну что, на браслете. Браслет, кстати говоря, сатинированный. И вот с такой очень приятной отделкой на внутренней части, да. Давайте сейчас пыленочку сниму. Здесь у нас такая на двух фиксаторах застежка. Можно немножко подстроить. На браслете совсем, конечно же, другой вид у этой модели. И по-другому она смотрится на запястье. На браслете есть тоже система быстрой замены, поэтому это все удобно, это хорошо и довольно-таки быстро. Ну и версия на кожаном ремешке. Напишите в комментариях, какая версия вам нравится больше, что более гармонично. Лично мое мнение, мне нравится на Tropical ремешке и на коже, конечно же, все-таки компрессоры, они изначально не под браслет, а под ремешок. И вот на ремешке они как раз проявляются максимально ярко, сочно и винтажно. Но это мое мнение, оно может быть у вас совершенно другое. Здесь можно и черный кожаный ремешок подобрать, или вот тот ремешок, который я вам сейчас показываю, он как раз идет в тон к этому серебристому браслету, и мне очень нравится, сделано реально круто. Ремешки приятные, мягкие, толстые, пухлые, и красота прям, ну хорошо, хорошо. На ремне, конечно, шикарно эта модель просто-таки смотрится. И ремни мне нравятся. Ремни классные. Что у тех часов, которые я вам раньше показывал, да, модель Aerotimer, что вот эта версия, по ремням у Бофорт все окей. Ну что, по итогам, знаете, вот эта модель укрепила меня во мнении, что Бофорт это очень серьезный микробренд, который делает не только классный дизайн, но и шикарнейшую отделку, и по соотношению цена-качество, наверное, сейчас это один из самых интересных микробрендов, которые можно приобрести. Пишите, как вам мнение, на каком ремне, браслете вам нравится эта модель больше, что еще из Бофорт показать на канале. Ну, а на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.